И всем привет! Вы на канале Польза Лайф. Меня зовут Саня. Здесь только подробные обзоры с целью сэкономить вам средства. Если вы уже купили этот Honor Magic 7 Pro, разумеется, обзор не смотрите. Если вы хотите его очень сильно купить, также не смотрите, пожалуйста. Единообразно мы с вами гоняем подобные девайсы уже больше, наверное, 130 смартфонов одним кадром. Это когда я уже сделал прожарку на 3 часа. Это на стриме я играл в него, и мы его тестировали. Кстати, он прошел ее хорошо. После полноценного обзора, который уже на основном канале я сравнивал с S25 Ultra в тех же условиях, что эти 100 с лишним смартфонов предыдущие, мы тестируем основной модуль. Здесь можно еще переключаться на ультраширик и телевик. Но, как вы видите, какой ультраширик вы видите, как переключается он на телевик со смещением, вы видите тоже. Так вот, для того, чтобы это дело приобрести, лучше обзор не смотреть. Почему? Потому что здесь я вам буду в основном рассказывать о всяких недостатках. О достоинствах вы увидите еще много. Это глобальная версия, реклама ее начнется где-то через недельки-две. Возможно, у меня она даже будет. Это не тот смартфон с рекламой. Этот смартфон я покупал, получается, 5 секунд. Очень странно, мне необходимо очень далеко от лица держать смарт, даже на X1. Так вот, я его покупал в Гонконге, и из интересного мне терабайтник обошелся по тому курсу, а он был менее лоялен, чем сегодня, скорее вы смотрите, когда курс уже ниже 90, в 83 тысячи рублей на терабайт. Получается, всеми налогами их, прямо из магаза, прямо с оригинальной гарантией магазина. Но об этом я чуть позже расскажу. Сейчас я пока расскажу, что нащелкал я там и в RAW формате, и в обычных джемпегах 1000, наверное, фотографий. Где-то час снимал про Гонконг на него, на S25 Ultra, на S25 Plus. Насколько эффектно и эффективно, решать вам. Можете посмотреть обзор. В целом смартфон неплохо снимал, если бы не переключение между модулями, если бы у него была своя фишка из разряда там перехода на фронталку, если бы у него было 4К 120 FPS, как, допустим, у Samsung, если бы. Да, вот такой будет обзор, потому что я его протестировал сегодня в ночь, решил, что что-то не так, потому что в синтетике он показывал, что процессор работал не очень, он отработал 4 часа 37 минут. То есть со 100% заряда вы почти 4 часа 37 минут, можете, не почти, а 4 часа 37 минут можете снимать в 4К и 60 FPS. Только проблема в том, что он FPS сбросил до 37. И, ну, скажем так, я такого результата не видел. Мои подписчики видели Savvy Hub, а вот я не видел ни разу. То есть, чтобы так плохо было. Но начнем с хорошего. Я просто вас предупредил, что если вы собираетесь его брать, мой обзор не смотрите. Как мне писали, я его кинул, в общем, без чехла с дури в последний день. Решил его с айфоном в карман, кинул без чехла. Короче, его айфон поцарапал и крышку, и блок камер. А айфон я ношу уже 6 месяцев без, получается, чехла, без всего, его хоть бы что. И 13 Pro Max, и 14 Pro Max я также носил, и 15 Pro Max. У меня с Xiaomi-шки также царапались. И вот из флагманов я не помню, чтобы какая-то беда у кого-то была такая лютая, что ты прям достал из чехла и все, и хана ему. Так, вот так вот меняется и положение, то есть это какая-то жесть. С ультраширика на основу на телевик. Если вы, кстати, сделаете вот так интересно, это, смотрите, это X10. Запомнили? И вряд ли это исправят. Я сейчас перехожу на телевик. Ой, на ультраширик. Ультраширика основа. То есть переход прям вот такой. Вы должны ощутить. Ему сегодня безумно повезло. Сегодня мало того, что я пошел в закат, так и еще и закат в облаках. Никаких теней у него нет, никаких прямых лучей нету. И вы картинку, по идее, должны видеть идеальную. Так вот, с чем он идет? Он идет с зарядником, разумеется, кабелем для зарядки. У него есть беспроводная зарядка аж до 80 Вт. Если говорить о проводной, она ультра быстрая, реально 40 с копейками минут он у вас на 100% будет заряжен. MagSafe здесь нет, то есть как на яблоках, опять же, вы не можете, в принципе, и на Samsung их нет, этих MagSafe, просто примагнитить. Второй момент, сразу, пока я не забыл, посмотрите полноценный обзор, потому что там скомпилировано больше всего и скомпоновано. Но прикол в том, что там более позитивный взгляд, наверное, потому что я, скажем так, прикинул, еще посидел, посмотрел конкурентов, и сейчас я не буду вам кричать, что 83 тысячи за терабайтник это прям супер, потому что на Алихе гонконгскую глобалку тоже продавали по 85 без таможни. Это неплохо, но
Что продают в Honor? Это Face ID, банковские приложения, супер. И второй момент, а-ля лучший звук, но при этом крышка вибрирует. И кастомного эквалайзера здесь нет. То есть это вот база. У кого-то еще база докидывается, что они еще говорят, что шима практически нет, хотя другие, ну, его нету, он просто лучше, чем у Samsung. Сказать, что его прям нету, я не скажу. Но относительно многих конкурентов, а Samsung это просто антигерой, шима здесь нет. И если говорить, что смартфон в принципе упакован, да, потихонечку. Чехол есть, без чехла лучше не вынимать. У меня матовый черный цвет, и он был поцарапан в каком виде, можете посмотреть на основном канале уже в полноценном обзоре. При том, что ладно, поцарапана крышка, поцарапан еще и блок. То есть вот это вот супер напыление, я не знаю какое, оно получается у меня за 4 дня. Один раз, оказавшись 1 на 1 с iPhone 16 Pro Max, сказала: друг, ты, в общем, носи меня отдельно, потому что другие смартфоны у тебя в кармане быть не могут. Я не знаю, вот когда мне сегодня комментарии писали, что я руки из одного места, у меня всегда 2 смартфона было. Вот, допустим, когда я начинал снимать на смартфоны, у меня подсъем часто на iPhone идет сейчас, до этого был, допустим, Honor Huawei P30 Pro. Так я его Samsung S21 таскал, почему-то ничего нигде не царапалось. Вот. Блямбы, может быть, были меньше, окей, но все равно они как-то царапаться должны были. Но, в общем, не царапались, к сожалению. К сожалению, для Samsung и, к сожалению, для Huawei. А вот у Honor почему-то сразу поцарапались. Повторяюсь, что у какого-то из флагманов Xiaomi у меня была такая же беда. Вот, если говорить про, собственно, смартфон. Смартфон тяжеленький, больше, чем 220 граммов. По расположению телевика ультраширикой основы вы уже видели по переключению. Если говорить про физические особенности, никаких триггеров здесь нет. Ни механических, ни сенсорных. Никаких кнопок дополнительных, как у Oppo Find X8 Pro, допустим, нету. Никаких, не знаю, этих обходных зарядок, как iQOO, здесь нету. Ну вот по факту никаких 4К 120 FPS нету, никаких 8К на основном модуле нету. На фронталке только появилась 4К 60 FPS, но только в соотношении сторон 16 к 9, 21 к 9 отсутствуют возможности, и возможно и не будет. И переключение, как у Samsung, допустим, между модулями здесь тоже нельзя. И магнитку, повторяюсь, вешать нельзя. Но здесь есть IP68, IP69K. Возможно, вам его даже заменят, если вы вдруг его утопите. Надеюсь, что вы его не утопите. Но у меня он не утонул, самое важное. Если говорить про смартфон, по поводу звука, который все говорят, он безумно громкий, правда, да. Но вибра не кастомизируется. Вибра более топорная, чем у OnePlus 13, который, ну, стоит, разумеется, намного дешевле. Как любят пиарить китайские смарты. Не китайские, а вообще, ну вот на платформе OnePlus 13 60 тысяч стоит. Китайский на Алихе сегодня. Но опять же, это китайская версия 12256. А сейчас я вам говорю про то, что я купил за 83, получается, при курсе тогда 92 терабайтник. То есть 16 гигабайт оперативы и терабайт. Это прям все-таки другая совсем история, потому что на 512 гектар у OnePlus 13 в глобалке без таможни стоит 73 сейчас, или 72 скорее всего. Но, опять же, мы говорим про Honor. Так вот, насчет тестов. Honor Magic 7 Pro неплохо прошел тест игровой у нас. Автономность у него просто космос. PC-Mark он завалил, но в целом в играх он неплох. То есть 30 минут на рекомендованных настройках и 60 FPS в Genshin мы играли. Тач не сильно залипал. В PUBG New State меня все устраивало. Да, были какие-то там мелкие шероховатости, но это вопрос был к игре, скорее, а не к смартфону. Если говорить про зарядку, меня уже спрашивали в комментах. Да, заряжает это дело все от любой зарядки, потому что OnePlus-овская беспроводная у меня работает магнитная. А значит, он что угодно, мне кажется, будет работать с ним. Притом, кстати, его родной зарядник почему-то у меня не все заряжает. Я не знаю, что там за контроллер у Honor стоит, но об этом особо я распространяться не буду. Вы будете покупать этот смартфон не для каких-то других смартфонов, как зарядка. Ну вот у меня, наверное, глюк такой. Если говорить про какие-то фишки, Android Auto есть в глобалке, eSIM есть в глобалке, Play Market, разумеется, ты включаешь, он у тебя установлен уже.
У меня глобалка Гонконга, есть функция вот этих вот и вырезания. Она абсолютно бесполезна, то есть если у вас уровень фотошопа, ну, не знаю, лет 10 назад вы умели что-то делать, и вы сейчас делаете лучше, чем все эти ИИ в этом смартфоне. Но вполне возможно вы сделаете вид, что вам 6 лет, вы никогда не видели подобного, обрадуетесь и все. Но рассказ не про это, в гонконгской есть это дело, а человек мне писал, у него дубайская глобалка, и у него ее нету почему-то. То есть регионов там очень много, так же, как, допустим, для Европы нет на терабайт версии, есть только на 512 гектар. Если кто-то вдруг по каким-то неясным мне причинам решит покупать, то будьте в курсе. Если говорить про камеры, вот у них сейчас идеальные условия, вы можете сравнить с кем-то, у кого так было, но я вот не помню, что прям в облаках были лучи солнечные, и примерно, нет, намного больше повезло Realme Note 14 Pro Plus, потому что я еще вот так его носил, чтобы у меня он не трясся. Потому что если я ношу плохо смартфоны, вы видите обзор одним кадром вот такой, по этой причине YouTube думает, что качество видео плохое, не рекомендует его, у меня нет просмотров. Так что теперь я сразу предупреждаю, что я стараюсь делать более-менее адекватно. А прикол этого смарта, минус довольно неприятный, в том, что у него роллинг шаттер на фронталке, у Samsung такое же дело тоже есть, у Realme 14 Pro Plus есть. И он незначительный, почему? Ну, не такой значительный, потому что, когда я, допустим, его тестировал, как мне посоветовали стабилизацию отключить, там не отключается она, может в каком-то режиме где-то там. Говорю, кастомизация у Honor по оболочке, это просто очень печальная тема. Вот, и у меня там подписчик спрашивал, у него есть какие-то косяки из разряда звонки с наушников именно с какого-то там WhatsApp, он пока не запрещен, вроде не запрещен. Нельзя принимать, если запрещен, то запрещен. Смотря в какой стране вы смотрите. Потом, что еще у Honor веселого? Я говорю, мне к ППО вопросы. Если у вас есть Honor 90, Honor 200, Honor 300, вы понимаете, о чем я говорю. То есть какие-то вещи, к которым ты привык, допустим, на кислороде. Кастомизация вибро, еще чего-то, еще чего-то. Разумеется, Always On Display полноценный. Разумеется, яркость просто супер. 2200 люксов в пике я давно не видел. 1100 люксов обычная яркость. В играх 600 люксов 30 минут он держит и в PUBG New State, и в Genshin Impact. Играть довольно комфортно, динамики расположены грамотно. Ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, вопросов нет. Он довольно большой, не огромный, как когда-то в старых Vivo был, но довольно большой и в целом работает неплохо. Включить так, чтобы у тебя разблокировался и от лица, и от и от сканера нельзя. Вот у меня спрашивали, я не нашел как. Может, можно, но я менюху показывал, ничего нового не появилось. Face ID есть, это значит, вы можете его использовать в банковских приложениях. А если говорить про звук, повторяюсь, что динамики расположены грамотно, когда ты играешь, они тебе не мешают, но крышка вибрирует от громкого звука, то есть, хотя звук супер громкий, если ты более-менее ощущаешь, для тебя звук это не просто «о, звук есть громко», то ты понимаешь, что у тебя крышка вибрирует, и поэтому звучание искажается, и тебе надо делать громкость на 70. Но если бы был встроенный эквалайзер, это можно было бы настроить, но его нету. Вот, по поводу съемки, видеосъемка или фото, каждый раз, когда вы видите подобную картинку и думаете, вау, во-первых, смотрите на телевизоре, потому что могут быть потери кадров. Сколько весит файл, сколько кадров там и чего, можете посмотреть в моей личной телеге. Сколько исходники фотографий, то же самое в моей личной телеге можете посмотреть, я благополучным образом уже скинул туда. Как он может снимать в реальных условиях, посмотрите обзор одним кадром с Гонконга. Какой у него комьюнити, можете посмотреть по комментариям на пользу стрима. Но в целом, как был Honor, довольно проблематично. Ликвидность у него нулевая, как правильно соглашаются люди, которые его купили. То есть, если вы покупаете Honor, все, это прям надолго. Насколько он популярен, ну посмотрите всякие опросы у меня, я периодически делаю в телеге скидок. Как раз где вы можете его сейчас ниже 80 увидеть. Но с таможней. Вот. То есть вам надо будет таможню платить. И периодически они выгружают терабайтник, периодически они выгружают на Алишке конкретно экспресс-доставку. Это когда ты не платишь таможню. Но это все дело надо ловить. Там продажи никакие не сотни, там продажи единицы. На момент издания обзора, по-моему, их было вообще 60 всего.
И пытаются они его продавать уже 3 недели, а потом у них кукушка совсем съедет через 2 недели. У них глобальная презентация в России, если они поставят цену выше сотки. Я буду смеяться в голос, потому что я за 80 бы 10 тысяч раз подумал, брать его или нет. Но, как говорится, у маркетологов они просто зарплату получают, им плевать, сколько они там продадут, цифру нарисуют, какую надо, и скажут потом: у нас просто максимальные продажи всего. И потом сами же продадут на тех же интернет-платформах, только по 80 или подешевле. Вот, в целом, по рамке. Рамка металлическая, тыльная часть напыления, я уже сказал, у меня поцарапалась. Модули камер поцарапались, но вот сама рамка, с ней все хорошо. Дизайн, как и в OnePlus 13R, мне импонирует, особенно черный, потому что он прям обезличенный. Я люблю такие смартфоны, строгий, странный дизайн. Кому-то блямба это не нравится, кому-то он кажется толстым. Он реально объемный и реально тяжелый. То есть ты понимаешь, откуда эта тяжесть, допустим, в аппаратах, где, повторяюсь, магнит есть, где MagSafe есть. Ты понимаешь тяжесть в аппаратах, где там надо было еще кнопку эту запилить сенсорную, как либо в айфонах, либо Oppo Find X8 Pro. Ты понимаешь, что у Samsung все-таки еще стилус надо запихать. Что запихать здесь надо? Здесь надо запихать маркетинг всеми силами и способами и средствами. Они там своих фотографов по всему миру посылали, чтобы постановочные фотографии наделали на этот волшебный Honor. Волшебными они не появились, и как часто спрашивают, а что взять? Взять можно что угодно в районе $300. Если вы знаете, что такое вообще понятие постановочных фото, все у вас будет хорошо. То есть свет не прямо, свет сбоку, как вас учат по фотографии. И еще много всяких моментов, которые очень часто заключаются в фразе «король-то голый». То есть по факту смарты дороже $300 снимают плюс-минус одинаково. Они просто, у них война идет вот в этих телевиках, и с ультрашириками они еще не пошли к ним, потому что то, что делают ультраширики, ну они не то чтобы прям супер убого, но я не скажу, что какие-то прям волшебные вещи. И в зумы то же самое. Есть куда идти. Вряд ли они когда-то дойдут. Физику никто не отменял. И придут к оптике. Переключение модулей вы видите, как происходит плавно. И что происходит с цветом. Но, опять же, ругать его смысла нет. Почему? Потому что своего покупателя Honor найдет. Уже нашел просто бешеное количество рекламных проспектов. Я говорю, если кто-то пишет мне, а они мне написали, и может быть у меня будет его реклама, но не его конкретно, не этого аппарата. Но окей, не будет, не будет. Уже просто интересно, за какой ценник они его выгрузят, и за какой ценник потом будут скидывать на Али. Потому что сначала продаж было 0,00, по-моему, неделю вообще. Неделю-две продажи висело. Потом до них дошло, что никто за сотку покупать этот девайс не будет. Ну, это бред. И сейчас, если выбирать, допустим, уже после теста на автономность, когда я его 4 часа поснимал на него и посмотрел, что он сбрасывает до 37 FPS, короче, автогерцовку не отключить. Может быть, он как-то сработал не так. Я, наверное, еще раз его протестирую. Но так сильно, чтобы сбрасывало FPS, я не видел. 4.37 это вообще не лучший результат среди флагманов. Что будет дальше, учитывая, что сейчас они думают об автономности, вы посмотрите. В телегу личную еще скинул результаты еще 2 прогонов в тротлинг-тесте. Процессор устает, и в какой момент времени там видно, и вот скорее всего из-за этого со съемкой тоже что-то происходит. Может быть, все это дело каким-то образом пофиксится, но, повторяюсь, в настройках отключения, как мы привыкли, автоподбора частоты кадров нету. Но в коротких роликах все нормально. Он там показывает 57 FPS, и в принципе это неплохо. Экран без претензий, яркость без претензий, плотность пикселей субфлагманская. Каких-то особых фишек из разряда, допустим, вот самое интересное, как у Realme или у Vivo, съемка под водой отдельного режима нет через кнопки, или удаление влаги из динамика. Это, кстати, тоже важный момент. Я говорю, когда я смотрю на Honor, вот вроде такое ощущение, что они просто договорились, чтобы хоть как-то продавать Huawei. Потому что, не хватает буквально вот куда ни ткни, везде где-то конкуренты в чем-то лучше. И когда можно сказать, средняя это температура по больнице, а средняя температура по больнице, он вообще ни в чем не конкурент. То есть он конкурент может быть только в цене.
Когда мы говорим про OnePlus, что мы говорим? Там кастомизация ПО, там вибро. Но это так и есть. Там этот механический переключатель, это так и есть, это их фишки. Когда мы говорим про Samsung, 4К 120 FPS может, 8К может, переключение между модулями в стоке, так и есть, стилус есть. Когда мы говорим про айфоны, левые понты, там, не знаю, материалы топ, комьюнити огромное, так и есть, и аксессуаров море. Что у Honor, вы мне назовете сходу Honor'овские полноразмерки или ТВСки какие-то топовые? Нет. Или часы топовые. Да, у них есть более-менее ничего, и ноутбуки бюджетные. Но флагман подразумевает, что у тебя должна быть флагманская линейка всего. То же самое, кстати, касается Realme. Потому что когда ты покупаешь Realme, у тебя ассоциация. Realme Buds 6 Pro там в районе 3000 рублей, вау, крутые наушники. Но это не ассоциируется у тебя какими-нибудь Huawei FreeBuds 3 Pro, правда? И вот с Honor'ами такая же беда. У них может что-то и есть, может что-то и пролетело мимо меня. Но ликвидность, она рождается из спроса. Ну, это и есть спрос. Спрос, собственно, рождается из хайпа. Хайп рождается из девайсов. То есть, если бы они создавали что-то, что создавало потом хайп, и они являлись фронтменами вот в этой сцепке Huawei и Honor, к ним бы было другое отношение. Но если у вас есть сотка, и вы выбираете Honor, можете написать мне, почему вы выбираете, но не пишите, ну можете написать, да, Face ID. Если вы напишите про звук, я вам отвечу, любая колонка за $15 нормального бренда ушатывает этот звук по полной, а так портачить звук без эквалайзера может только этот смартфон, потому что, да, он безумно громкий, громкость супер, но крышка у вас серьезно, ничего с ней не происходит. Если вы скажете мне про надежность, и про то, что у меня руки из одного места, серьезно, я должен париться о том, чтобы носить смартфон в чехле, потому что он легко царапается за 800 баксов. Короче, в споре рождается чаще всего не истина, а контраргументы людей, которые в своей правоте уверовали. Я очень рад, если вы уверовали в своей правоте, я очень рад, если вы выбрали его среди конкурентов по какой-то неясной мне причине, потому что по средней температуре по больнице как раз съемка, переключение модулей, что-то с ними не то. Игры. Touch Asus ROG Phone проигрывает. Ну, де-факто, для игр. И обходной зарядки здесь нет, сенсоров нет. User experience, использование. Сколько бы я не убивался, там, 5 кнопок, зачем вообще? Ну вот переключатель звука режимов мне конкретно must have. То есть мне без него неудобно. Конкретно вот мне. Ладно, и, кстати, в некоторых Honor'ах я, в опыт точнее, реально привык пользоваться вот этим еще 5-й кнопкой по увеличению или изменению температуры для фотографий. Но тут и для зумирования, тут у каждого свое. Даже какой-то там, не знаю, магнит под крышку не запихали, даже стилус не попытались запихать. То есть что Honor такого сделал, чтобы его назвать флагманом, который может конкурировать с кем-то, у которых есть с кем-то, у кого есть своя фишка. Здесь фишка, по идее, баланс. Я его, к сожалению, не вижу. Я вижу его только в том, что можно урвать терабайтник за 80 с копейками тысяч рублей с гарантией и потом поиграться в него и продать. Потому что ПО реально скучное. То есть скучное, плохо настраиваемое. Как говорят, еще шутят те, кто прям совсем копается, заблокированный загрузчик, до свидания. Но это уже вообще другая история. Поэтому, если вы продаете этот смарт, вот держите ценник до 80 тысяч рублей с доставкой из России, будут у вас, мне кажется, покупатели какие-то. Сейчас еще у вас начнется рекламная кампания, все у вас будет хорошо. Кто-то это дело купит, кто-то уже купил. То, что они Honor Magic 6 Pro, как у меня пользователи спрашивали, и я не знаю, так и есть, 4К 30 FPS на фронталке осталось. Это, конечно, печаль. Если осталось, можете написать. Ну, это, ну вот за счет этого они хотят 7 Pro продавать. Притом в Honor Magic 7 даже есть 4К 60 FPS на фронталку. Здесь завезли. У меня в глобалке уже есть 4К 60 FPS. Девайсу от меня однозначно бесконечная, да. В долларовом эквиваленте получается это 800 на терабайт, на глобалку. И тогда можно на него хоть как-то вот так одним глазом смотреть, потому что интересный он. Но мне он интересен как блогеру, чтобы получить просмотры, получить свою аудиторию, рассказать какую-то новую историю и добавить к моим обзорам что-то на 8 Gen 3 Elite. Это лучший смарт по оптимизации, по тротлинг-тестам не особо. По 3D Mark он у меня вообще вырубался, кстати. Я его, правда, не в морозилке тестировал, но он у меня реально единственный смарт, который у меня выключился в 3D Mark. Я очень напрягся. Все видеосъемки и все остальное было сделано, кстати, в обзоре. Когда мне говорили там S25 Ultra, то я сравнивал.
до утопления. И все, вот как микрофон тут отрабатывал, так и отрабатывает. Надеюсь, вам подходит такой длинный аналитический формат. Из интересного сейчас на Алихе до 25 тысяч 24 900 X7 Pro. Очень много смартов до 30-ки выгодных. Это и Nord 4, и Honor GT, и Neo 10, и чего только нет. И можете любые платформы смотреть, потому что следующий сейл, допустим, на той же Али и 17 марта, по-моему, через месяц практически. И я думаю, что сейчас все притихнут, потому что не ясно, что с курсом по электронике будет, не ясно, что будет с таможенными пошлинами, может, поменяют. Вот. А так, флагманы — это когда у тебя очень много денег. Вот мораль-то вообще всей этой истории моей, когда я вам это все рассказываю, в том, что я всегда, там, до блогинга еще за 10 лет покупал максимально на всю зарплату самый дорогой смартфон. И я вас понимаю. Но даже когда у меня вот была зарплата только на смарт, семьи не было, детей не было, я думал, а что еще к нему куплю прикольное, того же бренда? Вот если вы думаете примерно так же, я, может, совсем слишком старый. То есть человек покупает смарт, и ему больше ничего не надо. Но я тогда вас не понимаю. Зато вы понимаете свои потребности. Напишите, кстати, вам нужны аксессуары вообще к вашему смартфону, или вы на это вообще не смотрите. Подписывайтесь на мою ТГ. Все, кто подпишется на ТГ Скидок, огромное спасибо. Знаете, вы помогаете проекту. Добра и удачи вам, дорогие друзья.